Бачвези – люди со светлой кожей. Мифы о людях со светлой кожей, непонятно откуда появившихся и также бесследно исчезнувших, передавали из поколения в поколение. Вероятно, европейцы, появившиеся в 1862 году, вызывали у жителей Уганды испуг. Они приняли их за исчезнувших бачвези, ведь и поныне существуют развалины построек этого племени. Археологические экспедиции находят непонятные предметы, изготовленные в эпоху Бига-Ба-Яму-Гении, но не похожие на предметы, изготавливаемые племенами, издревле населяющими этот регион. В 1950-е годы заключенные одной из угандийских тюрем во время рытья канавы под строительство подсобок обнаружили керамическую скульптуру человека. Форма головы была довольно странная, выдвинутый подбородок, а изображение волос было похоже на парик средневекового судьи. Исследователи и историки не относят эту фигурку к какой-либо африканской культуре. Профессор Лванга Луньига предположил, что обнаруженная скульптура может быть неизвестным идолом населения, проживающим на берегах озера Виктория. Здесь существует несколько традиционных религиозных мест поклонения, но пока подобных фигурок больше не было найдено. Местное племя Баганда не изображает человека. По мнению известного ученого Майкла Нсимби, фигура могла попасть с берегов Индийского океана. Археологи там обнаружили множество керамических черепков, имеющих возраст 500-600 лет. Ученые обращают внимание и на схожесть черепков, которые были найдены в 1900-х годах в Бига-Ба-Яму-Гении, на месте развалин крепости. Там и поныне видны кольца траншей, которые пробиты в твердых скалах, протяженностью в 6 километрах. Согласно мифам, здесь также обитали бачвези. Впервые о Бига-Ба-Яму-Гении упомянуто в 1909 году, где было сказано, что жители считают возведение форта неестественным. По древней легенде, деревья и кустарники, которые здесь произрастают, наделены священной силой. Тех, кто их вырубит, непременно в скором времени настигнет смерть. Население боится проходить возле форта в ночное время и когда с неба сыплется снег или идет дождь, а также предпочитают не строить жилье. Исследователи появились здесь в 1921-1922 годах и обнаружили керамические черепки, которые позже отправили в Британский музей. Вблизи раскопок есть следы древней ирригационной системы, возведенной умелыми рабочими. Ученые сравнивают ее с подобной системой водоснабжения на Шри-Ланке, построенной в конце первого тысячелетия до нашей эры. Наиболее интригующий предмет найден здесь в 30-х годах. Женщина, пропалывая грядки, увидела необычный 14-сантиметровый глиняный цилиндр. Диаметр его 8 сантиметров, на нем были выпуклости и отверстия. Что означает этот предмет, пока не. Подобные предметы найдены в Зимбабве, в Бига, на Кипре. Африка все еще хранит множество тайн и не торопится с ними расставать. По велению Бога Ибрахим, Авраам и его сын Измаил построили заново Каабу на том самом месте, где стоял храм Адама. Место указал ангел Джибрил, архангел Гавриил, который сам принял активное участие в строительстве храма, угодного Богу, чтобы легче было строить. Все-таки высота здания около 15 метров. Архангел принес Аврааму плоский камень, который мог по мысленному желанию висеть в воздухе, подниматься и опускаться. И Сириус, и Орион часто упоминаются в легендах разных народов как область Вселенной, которая связана с Землей и оказывает на нее сильное влияние. Но Сириус – самая яркая звезда, а звезды пояса Ориона имеют очень характерное запоминающееся и бросающееся в глаза положение на. По легендам, в этих камнях-осколках легендарного камня Чинтамани с Сириуса сконцентрирована большая психическая энергия. Таким образом, камни являются своеобразными генераторами, работающими на частотах, соизмеримых с астральными или даже ментальными вибрациями, существующими в человеке и во всей Вселенной. Естественно, что изготовить такой камень с нужной программой и частотой может только высокоразвитая внеземная цивилизация.
Когда Ливингстон ознакомился с изделиями железного промысла африканцев в районе озера Таганика, его изумлению не было предела. Оказывается, они с древнейших времен добывали руду, выплавляли железо в особых печах по довольно сложной технологии. Ливингстон вынужден был признать, что африканцы, видимо, опередили нас еще в то время, когда наши предки хватались за кремни, чтобы поддержать свое жалкое существование. Чернокожие жители Великих озер в верховье Нила, Африка до сих пор хранят память о загадочных светлокожих людях, которых они называли бачвизи. Когда-то они неожиданно появились здесь, а также к северу от озера Виктория и к югу от реки Замбези. Пришельцы понастроили каменные города и поселки, проложили каналы для орошения, вырубили в некоторых местах в скальных породах траншеи и глубиной более 4 метров и длиной в несколько километров, а также глубокие, от 3 до 70 метров, и широкие, до 1,5 метров, отверстия, очень похожие на прекрасно стыкуются с путешествием Осириса в район Эфиопии и проведением им работ по предотвращению губительных разливов Нила. Бачвизи удивляли местных жителей своими знаниями и способностями. Они, согласно легенде, с легкостью пролетали над озерами, забирались на отвесные скалы, лечили все болезни, сообщали о событиях, которые происходили очень давно. Они оставили много предметов, не похожих на творения африканцев. Среди них странные цилиндры сложной формы, а керамическая голова человека с фрагментами туловища и конечностей вообще не имеет аналогов в мире. Одни относят находку к неведомой цивилизации, другие видят в ней творение внеземного разума. Тайна лузирского человека, под этим именем известна эта находка, до сих пор не разгадана. Сами бачвизи также внезапно исчезли с лица земли, как и появились. В 1991 году, на океанском дне в районе знаменитого острова Пасха на глубине свыше 3000 метров были обнаружены предметы, свидетельствующие о высоком уровне развития их творцов. Некоторые образцы не имеют аналогов среди известных достижений древних цивилизаций. Рисунки-носки представляют собой образец древнейшего рисуночного письма, существовавшего более 6000 лет.